Доброе утро, друзья! А мы сегодня с вами в очередной раз поедем смотреть Старая Гоа. Ну как, мы 3 месяца назад там были, просто друзья попросили их свозить. Раннее утро, видите, только-только рассветает. Как шпроты, правда? Ужасно, но ничего. В Индии ничего не меняется, как обычно. Полные автобусы. Подожди. Ребята, добрались мы до Маргау. Полицейский, можно сказать, регулируемый перекресток. Проходим через Центральный парк. Сядем на первый попавшийся автобус и доедем до нашей автостанции, до Бусстейшена, чтобы сесть там на Панаджи или на Олд Гоа, Старая Гоа. Бусстейшен, окей. Заходим. Все это делаем быстренько. Видишь, как нам повезло. Пересели с одного автобуса на второй. И сейчас доедем до автостанции. На автостанции сделаем пересадочку на Панаджи и двинемся дальше. Арка вице-королей. Так, друзья, мы приехали в Старая Гоа. И снова мы с вами здесь. И мы приехали. Да, и вот наши друзья И с нами, Александр, друзья, мы не одни. Лиза и Соня. Соня. У нас Делаем здесь сейчас фотосессию. фотосессия. И отправляемся с вами смотреть достопримечательности, опять же, Старого Гоа. Их здесь огромное количество, а в основном здесь церкви. Спускаемся к паромной переправе. И перед нами арка Вице-королей. Арка вице-королей, через которую по преданию въезжали все португальские наместники. Дошли, стоит паром. Переплывем на ту сторону и обратно. Так, переправились мы на речку. Ой, через речку. Как эта речка называется? Мандови. Мандови? Ну да, на речке написано. Река Мандови на этой стороне. Мы видим такие вот красивые виды нетронутого леса. Сухой лес получается вот так вот в воде. И два мужичка с мешками направляются. Куда направляются, непонятно, куда они направляются. Но, возможно, наверное, сети стоят, ловят рыбу. Мы в Старом Гоа. Ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка. И путешествие продолжается. Я вообще стою, улыбаюсь, думала, для фото. И молчу. Ну, фото так фото. Прокатились на пароме на тот берег и вернулись мы обратно. Сейчас мы пойдем в церковь Святого Каэтана сразу, а потом, я так думаю, что Святую Екатерину, да, потом пойдем? Угу. Дымка красиво очень. Комфортно пока. А, церковь Екатерины, да? Да, Святой Екатерины.
том плюс посещать рано утром, что меньше этих смотрящих, и можно сфотографироваться или снять видео. Вот так вот выглядит музей в Старом Гоа. Вот такие экспонаты. И вот такой вот план реконструкции, как выглядела Старая Гоа. Музей фото-видео запрещены, но вот так тихонько достав камеру, покажу вам. Здесь вот портреты видных деятелей, правителей Гоа. И они все оригинальные. Видите, что картина очень-очень старинная. Много картин, конечно, отсутствует, пустые. Так, ну вот так вот выглядит этот музей. Это Мне так жалко, что тебя сейчас камеру заберут, потому что ты идешь и на тебя смотрят, он охранник. буду убирать камеру. Да. Так, ребята, смотрели мы картину и обратили внимание, что на картины наложена вторая картина. Не знаю, с чем это связано, но я не стал не рисковать камеру снимать. Но вот очень интересно, там у мужика была цепь, а я просто-напросто вместо цепи просто закрасили и сделали подвеску. Просто. В принципе, особо сказать, что так музей смотреть тут особо нечего. Ну да, можно побывать на один раз. Потому что все эти такие штуки можно увидеть в индуистских храмах. А это вот фотографии, какие они были и какие стали. Зашли мы вот такой вот ресторанчик. И вот такой вот вид открывается. А это вот базилик с мощами. Сейчас мы туда пойдем. В ресторанчике вот такие вот цены. Я пробегусь быстро. И получается сумму делите на 82 и получается сумма долларов. Смотрите, ребята, какие лепешки нам принесли. А как они называются? Мы называем их надувательными. Надувательные лепешки. Твои первые впечатления? Ядрено. Сода, вода и лимонный сок. Смотрите. Ты, чтобы одновременно было. Начинаем. 1, 2, 3. Видимо, тоже стать популярнее. Принеси лапшу. Сейчас Катя попробует. Ну что, остро? Совершенно. Супчик съели. Грибной нормально зашел. И лепешка нам. Макарошки нормальные. Перец, конечно, чувствуется немного. Они с морепродуктами, овощами. Ну так, в принципе, если чуть-чуть перца убрать, очень вкусно. Кальмары есть. Креветки тоже есть. Посмотри, они есть. Ну вот, если чуть-чуть уменьшить перца, то вообще бомба. Ну, мне хорошо. Пойдем, да? Так, ну мы пообедали, и наша экскурсия продолжается. И сейчас мы идем, как он называется правильно? Базилик? Базилик. Пошла. Идем в базилик смотреть мощи. Какие мощи? Ой, я фамилию забыла, но это Да, первый можно человек, отчество. который вселил веру принес. веру, да, который Католическую первый веру. принес веру. Католицизм на Гоа, одним словом, да? И что нам расскажет Екатерина? Здесь мощи Франциска Ксаверия. Ну мы поняли. Ксаверия. Здесь мощи Франциска Ксаверия. Он считается католическим священником, короче, святым. Он людям проповедовал. Но это не тот человек, который привез на Гоа веру, католицизм. Да, это он. Он? Да. Ну вот, мы этот
пытались от вас добиться. Но прикоснуться к мощам святого не так-то просто. Они выставляются на поклонение лишь раз в 10 лет. Христиане верят, что мощи способны исцелять тяжелые болезни и восстанавливать здоровье. Вот. И здесь, кстати, на 2 языках поют вот эту вот. Литургия. Ну и Так, и сам масса. выглядит вот так. Кстати, 3 месяца назад, если выпуски наши смотрели, то получается, это было все на реконструкции. Здесь все было в лесах, и сюда был, ну, невозможно было пройти. Храм был, церковь сама была закрыта. Ну а сейчас мы смотрим, уже все открыли и реконструкцию перенесли на церковь, как Мария называется. Остатки Франциска перевезли в другую португальскую колонию Гоа и захоронили при старинной церкви, предшественнице Бом-Жезус. Спустя десятилетия вести о чудесном натленном теле дошли до Папы Римского. Ватикан принял решение канонизировать миссионера. Канонизация Франциска Ксаверия датируется 1622 годом. Основание церкви было заложено в ноябре 1594 года, а освящение состоялось 15 мая 1605 года. Так, пройдя галерею, мы поднялись на самый верх, на цокольный этаж, самым-самым под куполом крыши. Здесь тоже представлены такие вот всякие разные картинки, деревянные статуи. Тоже, это, я понимаю, их священники, которые служили здесь. Из старого Гоа движемся из старой столицы Гоа, едем в новую столицу Гоа, это столица Панаджи. Мы сейчас в столице Гоа, Панаджи, автостанция. Домой мы отправимся чуть позже, а сейчас пойдем посмотрим тук-туки, чтобы съездить посмотреть португальский райончик с разукрашенными улицами. Вперед! А сейчас взяли мы тук-тук и едем на Квартал, который называется Фонтейнес. Это португальский квартал. Там очень красиво, там дома разукрашены и архитектура Португалии, дома. Вот сейчас посмотрим, так ли это красиво, как пишут в отзывах. Кто-то говорит, что ничего особенного нету, кто-то прям вау-вау, там восхищается этим кварталом. Ну, сейчас мы тоже посмотрим. Этот дом у нас составил 150 рупий с автовокзала Панаджи до этого квартала. Это чуть меньше $2, $1.90. Фонтейнес. В переводе фонтаны. От автовокзала это где-то 2,5 километра. А мы, ребята, добрались до португальского района. Так вот он выглядит. Узкие улочки. А это сад камней. Каждый камень напоминает какую-то фигуру. Зайчик, сова. Вот это зайчик, да? Где? Вот зайчик. Каждый камень напоминает какую-то фигуру.
Hello. Dr. Abhishek. Владимир. Vladimir. Да. I live in here. Hello. No. We are from Bombay. She's from Kathmandu, Nepal. Непал? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes, thank you. Хаос какой-то тоже. Гостиница. Так, это мы оттуда шли. Тоже вы видите такие вот узкие улочки. Это туалет, я так понимаю. Вот разукрашены яркими цветами. И кругом гостиницы, кафешки, очень много. Вот увидите, вот мы зашли. Тоже вот такая кафешка вот. Туристы местные тоже кушают. Сейчас зайду, покажу вам вкусняшки. Смотрите, сейчас Катя придет, а увидит, обалдеет. Смотрите, какие пирожные. Это вот такое вот кафе. Там, кстати, тоже есть столики, можно посидеть. Пойду за Катей. А я нашел для тебя рай. Какой рай? О чем мне такие очки? О чем ты здесь всегда мечтаешь? Я мечтаю в бассейн. Следующее желание. Бассейн, это будет для тебя Ты Равийское пирожное море. нашел? Да. Вот видите, второе желание Катину. Да, очень вкусное пирожное, очень. Так что сейчас пойдем, ну, Давай руки помоешь. хорошо. Выключаемся, улыбка. Картиночку возьму. Будешь? Ну, как хочешь. Смотрите, вдалеке он там что-то подобие печи ставит. Сейчас будем узнавать, сколько там чего стоит. картиночки. Зашли вот в такой вот магазинчик. Катя после съевшей пирожное вкусное захотела пить, и мы купили воду. Вода 20 рублей стоит. Очень много конфет. Конфеты нам тоже понравились, но не знаю. Ну это все шоколад. Мы с тобой покупали. Некоторые мы пробовали, тех нету, которые такие вкусные здесь. Я не знаю. Сколько стоит? 525? 125 рупий? Да, 525 рупий, это получается где-то около 5 долларов, 6 долларов. Или примерно. там килограмм, или что я не знаю. Нет, это килограммовая, наверное, пачка. Ну, а также тоже вот чипсы, всякой всячины. И смотри, лезвие для бритья посмотрел, стоит, получается, 8 штук, где-то около 20 долларов. Ну, а мы продолжаем гулять по улочкам. И вышли на такую вот стройку. Ливневка или водопровод, что-то они здесь делают. Угу. Так вот подошли еще к колодцу, к индийскому. Вот такие вот колодцы. Ну, как видите, свои колодцы, они уже такие немножко подзасрали, извините за выражение. Ой, ну ты Такой вот такие гараж для машин. Но мы поднимаемся вверх. Ну, каково тебя? Какова красота! Какова красота! Крутая лестница. И вот так вот выглядит португальский квартальчик с высоты. Крыши все с черепицей. А дальше уже идут многоэтажки. Потом липкие руки. Смотрите, ребята, на улицах Панаджи можно встретить такие вот бананы. Правда, они еще зеленые, но можно было бы попробовать. Катя отказалась. И Лиза первопроходит. Решила пройти. Такие вот трущобы, местные трущобы. Да, дальше, как говорится, помойка. Дальше дороги нет. И пальмы. Ладно, будем выходить, ребята, отсюда.
Намасте. Рамраджи. Так, вот так вот, Соня, ну щелкни меня. друзья, Лиз, щелкни меня. живут люди по-наджи. लाइट लगाओ लाइट लगा Так, вот это вот. टॉयलेट या सिस्टम Да. Вот они занимаются, шьют, и вот это у них. Здесь вот они работают прямо дома. Так, а здесь вот туалет и мойка. И вот такое вот жилище. Саня, спроси, сколько у семьи человек, сколько их живет здесь? Your family, how many people? 3? This is family one my son The son, my your daughter 4 people. wife Is your private house, yes right not rented? that's right 1 monthly 6,000 Сколько? we pay 6,000. this is room. 7 человек? Ну, 4. Дочка, сын. This tailoring how Так, а это вот получается вот мыться. Душевая, наверное, стирается вот здесь. Ну и посуда, посмотрите, посуда. Все чисто по сравнению нормально. Отмыта, хорошая хозяйка, такая вот плита, но немножко это. Ай. Окошко включи. Так, и занимаются, получается, шьют одежду. Да, там дальше комната с шитьем. And when it is raining, there are a lot of wet here. When it is rain. rain When it is rain. rain Попрощаемся с доброжелательными хозяевами. Все, бай-бай-бай-бай. thank you Thank you. И вот такой вот переулок. Это не улицей назвать, а таком вот переулке. А вместо двери вот такая вот штука из пластика или брезент это. Вот это вместо двери. Вот они вот здесь вот живут. Ни замков, ни дверей. Вот у нас опять атаковали. Сфотографироваться. Сфотографироваться не просят. Как мы обосрались. Вот такие вот свои же эти вот такие блоки закрасили, покрыли лаком, пошли краской. И такая вот красота получилась. Креативно. Да, здесь на фоне. А напротив, получается, вот еще не сделали вот такие. И смотрите, ребята, выходим мы из квартала. Закончилась Португалия и начинается Индия. Welcome in India. Куда пройдем? Ну, нам, я не знаю, вот они одежду. Не, я покупала другую, она качественнее. Чем у вас? Ну вот это вот симпатичная, да? Смотри. Спроси, вот что по цене, вот интересно. Котон? Что он сказал? Нет, how much? How much? Вот 400. Что, 4, что это? Так, и вот девчонки меряют платья. Вон та тоже прикольная, да? Катя, повернись. Так вы все будете мерить? Что он говорит? Поменьше? Это типа меньше? Это меньше. small Small. 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 Я сказал, что он очень маленький. А вот это нравится тебе? Мгм. Ну эти штучки будут отлетать просто. Не, не пришла. Так, Лиза себе костюм прикупила за 700 рублей. Кате ничего не подошло. И такие вот торговые ряды, лавочки.
Смотрите, друзья, какой бог обезьян, Хануман, мы встретили. И решили мы дойти до нашего вокзала по Наджи пешком. По мапсу расстояние составляет 1,2 километра. И нам вот надо перейти через такую речушку. Там уже будет недалеко. И вот мы дошли до автостанции. И ищем наш автобус. Так, а мы сейчас заказали вот такую вот штуку, фалода. Сейчас попробуем, что за она. Вот нам приготавливают. Так, такой вот цвет. Ну на, попробуй. А что это? Что это? Это Клубника? очень опасно, очень. Ой, ну блин. Это термоядерная смесь, Я немного особенно не молочная. Хочу, боюсь, что... Это молочный? Смотри, дойди, чтобы доехать. Ну как? Ну он очень вкусный. Да, ребята, Как варенье. очень сладкий, но вкусный. И сколько по стоимости, скажи? 20. Папа, я взяла с маракуйей. Это говорят, что маракуйя полезна для желудка. Мы такое пробовали где? В Маргау на Канди Маркет. И там ты отдавал сколько? Не помню. 20 либо 15. Что-то вот в этом плане. А здесь у нас... А здесь у нас что? Что это у нас? Какой-то фреш. Но не поняли какой. Но тоже Просили вкус- апельсиновый, но не апельсиновый это. но тоже вкусно. Если судить по остаткам в стакане, значит все вкусно. Прохладненько, да? Льда не сильно много. Вот так вот выглядит автовокзал столицы Гуапанаджа. Это, можно сказать, центральный. Тоже лавочки сувенирные продают. Всякой всячины. Так, ну а мы идем в автобус и будем загружаться. Загрузились мы в автобус и начали свое движение в Маргау. Стоимость билета составляет 45 рупий. Это если в долларах, $0,50 получается где-то. Так, ну и все, встретимся мы в Маргау. Так, доехали мы до Маргау и сейчас гуляем по Канди Маркету. Закупили мы чая. Вернее, девчонки купили чая. Килограммчик чая. Делали скидочку 25% и плюс дали еще по 50 грамм чая. Hello. Hello. Итак, купили манго. Манго 300 рупий. Где-то 280, наверное, рублей. Примерно, плюс-минус. Чай, манго. Еще какие-то сланцы. Тоже за 300 рупий. Ну, идем мы на автобус, и уже темнеет, будет видео плохо снимать. Будем заканчивать. Ну, Уже все? Да. Уже бай-бай. Да. Итак, друзья, Бай-бай, от вас Виталий. колокольчик, лайк и подписка. Ну и до новых встреч. Все, бай-бай. Бай-бай. Где мы? В Маргау. Мы в Маргау. И девчонки тоже. Пока-пока.